Я приглашаю в это видео замужних женщин и незамужних. Дамы, которые замужем, как и я, давайте вместе с вами соберем некий такой чек-лист рекомендаций тем девчонкам, которые прямо сейчас проживают этот этап, знакомый многим. Хочу замуж. Например, подружки все выходят замуж, детей рожают. Или мне все говорят, часики тикают, и я в это верю. Да? Вот представьте себе образ девушки, которая прям очень-очень хочет замуж. Многие ведь из нас были в этом положении. Давайте им поможем. Я дам здесь пару своих рекомендаций как психолог, на что я бы рекомендовала обратить внимание, когда девушка с вот таким порывом «хочу замуж» выбирает того, кому она скажет «да», с кем она решит построить семью. А вы, опытные девчонки, женщины, да, кто уже замужем, и имеете опыт, как это, порекомендуйте тоже что-то в комментариях. На что вы, может быть, себе до замужества рекомендовали бы обратить внимание. Я рекомендовала бы посмотреть на мужчину и представить, а хочу ли я от него ребенка. Если вдруг это видео смотрит девушка, которая вообще не хочет детей, не всем обязательно их нужно рожать. Хотя у этого всегда есть какие-то травматичные причины. Но люди имеют полное право с этим жить, это окей. Тогда можно заменить на другое. А хочу ли я с ним вместе построить дом или сделать ремонт в квартире? Знаете, вот такие вещи, как ремонт и построить дом, они проявляют все трудности в паре. Потому что делать совместное дело тяжело, когда отношения не очень гармоничные. Или можно представить, а хочу ли я с ним в старости, лет так в 70, вместе пойти погулять в парк. Но если вы хотите детей, то лучше всего представлять детей, потому что дети — это, наверное, самое большое испытание для семьи. Это физически сложно, это требует времени, силы. Действительно, рождение детей — это кризис. Хотите ли вы ребенка от этого мужчины? И самое главное, а готовы ли вы этого ребенка от него, именно от него, потом растить даже сама, если вдруг он куда-то денется. Да, жизнь такое бывает. И вы будете смотреть на этого ребенка, вам будет приятно, что он от этого мужчины. То есть, знаете, вот такая фантазия, как бы взгляд наперед, она помогает распознать, насколько мне правда нравится этот человек, насколько он мне подходит, насколько меня к нему тянет, насколько я готова выбрать, связать свою жизнь с ним хотя бы на какое-то время. Я надеюсь, что вы, мои замечательные зрители, оставите много комментариев. Обязательно пройду все, прочитаю, буду рада вашему мнению. Поставьте, пожалуйста, лайк, если досмотрели до конца, или если эти советы вам, рекомендации полезны, подписывайтесь на канал и до встречи в следующих видео.